Телерадиокомпания «Гродно» продолжает эфир информационно-аналитической программой «Открытый вопрос». В студии Ольга, Максимчик. Всем добрый вечер. Зимой традиционно наблюдается рост острых респираторных заболеваний. Как говорят специалисты, не последнее место среди их причин занимают вирусы, в том числе вирус гриппа. Как правильно бороться с простудами, как правильно лечить грипп, можно ли поддержать иммунитет и что можно сделать зимой, чтобы поддержать силы организма. Об этом и не только мы сегодня будем говорить в прямом эфире. Гости студии. Зинаида Васильевна Сорокопыт, доцент первой кафедры детских болезней, учреждение образования Гродненский государственный медицинский университет, кандидат медицинских наук. И Людмила Николаевна Пузыня, врач-иммунолог детской поликлиники номер 1 города Гродно, внештатный детский иммунолог города Гродно и Гродненского района. Добрый вечер. Добрый вечер. Обращаю ваше внимание, уважаемые телезрители, сегодня в эфире работаем 30 минут. Начинаем разговор по теме. Ну и, наверное, в основе всех разговоров о простудах, о заболеваниях гриппа и особенно в зимний период времени, конечно же, все эти разговоры должны начинаться с иммунитета, потому что не последнее место в этих проблемах, в этих заболеваниях занимает именно сопротивляемость организма. Уважаемые наши гости, подскажите нам, пожалуйста, что такое иммунитет? Как он формируется? И, может быть, к какому возрасту он сформировывается окончательно? Или это бесконечный процесс, его надо и нужно поддерживать? Ну, иммунитет – это комплекс защитных сил организма ребенка или взрослого человека, который помогает ему справиться с окружающими какими-то угрожающими факторами, прежде всего с инфекционными факторами. Иммунитет ребенка как бы формируется уже внутриутробно, потому что есть органы, которые синтезируют вот эти защитные силы, защитные элементы организма. Это вилочковая железа, это лимфатические узлы, это селезенка, это клетки крови. И есть иммунитет, который достается ребенку от мамы. То есть мама уже, когда рожает ребеночка, какие-то перенесенные инфекции уже тоже дают защиту определенную ребенку до определенного возраста. Ну а потом, естественно, начинают вступать все эти органы, синтезирующие иммунитет, и организм ребенка формирует его постепенно. Значит, как правило, такой стойкий иммунитет формируется к 5-7 годам. Мы говорим, что ребенок, когда уже вот идет в начальную школу, у него должен быть сформирован иммунитет. Но есть так называемые поздно стартующие дети, есть такое определение, которые могут формировать этот иммунитет длительнее, даже к 10-12 годам. И, естественно, если ребенок хорошо сформирован у него иммунитет, то он перестает болеть. Если он даже болел маленький, то он потом перестает болеть и укрепляет свои силы защитные. Приблизительно вот к школьному возрасту. Как говорят, ребенок перерастает, да, вот как бы там бывают такие ситуации и в жизни ребенка, что он не болеет до детского сада, потом посещает детский сад, когда идет большая микробная нагрузка на его организм, на его иммунитет. Начинаются частые простудные, это очень маму беспокоит, они, конечно, обращаются к участковым педиатрам, другим специалистам. И это тоже является одним из возрастных кризисов в развитии самого иммунитета, когда не все клеточки достаточно вырабатываются в полном объеме для того, чтобы защищаться от такого большого количества атакующих, грубо говоря, вирусов и бактерий. Вот. А в самом деле, как сказала Зина Васильевна, он формируется уже более к подростковому периоду, когда работает в полную силу, вырабатывает те защитные клетки в полную силу, как у взрослого человека. Хорошо, будем разбираться тогда, как уберечься, пока не сформирован иммунитет, от возможных заболеваний и от возможных осложнений от этих заболеваний. Но прежде чем обсудим этот вопрос, давайте мы, может быть, поясним, каковы признаки ослабленного иммунитета. Вот он уже сформирован, он как будто бы должен работать, защищать нас в 100% случаев, но не всегда все-таки и к школьному возрасту, и в последующие годы жизни все-таки мы можем надеяться исключительно на свой иммунитет. Вот каковы признаки ослабленного иммунитета? Что это такое? Рассматривается ли вообще такая терминология специалистами? Ну, я бы сказала на данный вопрос как бы следующее. Ну, во-первых, ослабленный иммунитет еще зависит, как мы говорили, от возраста ребенка. И есть для медработников такое понятие количество случаев перенесенного заболевания. Если ребенок домашний, то есть он до 3-летнего возраста, не посещает детский сад, причин инфицирования у ребенка нет,
но он болеет. Или минимальное количество, да, возможность как бы контактов. Но он болеет более 4 раз в год, тогда это надо, конечно, иметь в виду и обратиться к участковому педиатру с этим вопросом, почему ребенок болеет часто, именно в таком возрасте, не контактируя таким большим количеством вирусов и бактерий. И если ребенок болеет тяжело, он может, например, болеть 2 раза в год, но он перенес 2 отита. Именно в этом возрасте, не контактируя. Или он перенес пневмонию, потом бронхит. То есть это тоже как бы такой толчок задуматься маме о том, что же с иммунитетом моего ребенка, есть ли отклонение или нету. И в отношении уже другого возрастного периода, это посещение детского сада. То есть тогда, когда ребенок посещает, он, конечно, как мы говорили, сталкивается с большим количеством микробов и вирусов, то есть идет большая микробная нагрузка. И если ребенок болеет до 6 раз в год, но это просто ОРЗ даже с температурой, но не протекает легко, без назначения антибиотиков, в течение 5-7 дней данное заболевание приводит к выздоровлению ребенка, то это для этого возраста нормально, и беспокоиться в отношении этого не надо. Особенно, когда ребенок пошел только-только в сад. И мама говорит, он вот 3 месяца у нас ходит, и 3 месяца он болеет. Это не фактор для того, чтобы думать о том, что ребенок в самом деле ослаблен в отношении самого иммунитета ребенка. Хотелось бы еще сказать, добавить, что есть такое понятие коллективного иммунитета. То есть, когда дети приходят, вот новый коллектив, допустим, в садик приходят детки, каждый приходит со своей собственной флорой, со своим уровнем иммунитета. И они должны в течение приблизительно года обменяться вот этой флорой. Почему дети приходят, начинают болеть, потом они перестают болеть. Мамы некоторые не выдерживают и начинают менять сады, группы, то воспитатель виновата, то, что не нужно ни в коем случае этого делать. И точно так же, почему начинают болеть, когда идут в школу. Опять новый коллектив. Поэтому, в принципе, считается идеальным, было бы так, мы бы все хотели, чтобы дети, которые, вот они ходили в одну группу, они идеально пошли бы вместе в один класс, в тот же первый. Вот тогда есть вероятность того, что детки, придя в новую школу, они снова, то есть перестанут или не будут так часто болеть, потому что в школе начинают говорить, вот, нам казалось, что иммунитет сформировался к школе, мы приходим и опять начинаем болеть, потому что дети собираются снова со всего города, и им тоже нужен год, чтобы сформировался вот этот коллективный иммунитет. Поэтому мы не рекомендуем родителям так часто менять школы, менять сады, потому что вот они тоже участвуют в формировании этого коллективного иммунитета, не меняя. Еще извиняюсь, еще в такт нашего вопроса, нашей вот темы, еще бы такие рекомендации родителям, чтобы они не делали длительные домашние режимы. То есть ребенок перенес простудную инфекцию, пусть это он болел пусть 10 дней, пусть неделю, вот он поправился. И если он поправился, и доктор говорит, что у вас все хорошо, вы можете идти в коллектив, не надо ему давать домашний режим 2-3 недели. Он опять приходит, опять как в новый коллектив, как в первый раз. То есть любая даже встреча с вирусом – это тренировка иммунитета, это наработка приобретенного иммунитета, который у нас формируется в течение нашей жизни. Поэтому родители должны ответственно к этому тоже подходить. Одно дело, когда это пневмония, когда надо ребенку восстановиться, тогда можно сделать домашний режим до 10-14 дней. А если просто банальное респираторное заболевание в виде ринофарингита, домашний режим не нужен такому ребенку. Я так понимаю, что аналогичные установки действуют и для взрослых трудовых коллективов, и для взрослого организма, который тоже продолжает в течение жизни, меняя место трудоустройства. Мы выезжаем на отдых, то есть новая среда, новый коллектив общения. Это тоже можно воспринимать как вызов для иммунитета, как тренировка для иммунитета взрослого организма. Хорошо, если с этим все понятно, то скажите, пожалуйста, аллергии можно ли сказать признаком, что они являются признаком ослабленного иммунитета? Я бы сказала, что аллергия – это не признак ослабленного иммунитета, это признак, скорее всего, термин извращенного работы иммунитета. То есть формируется такая реакция в самом иммунитете, гиперчувствительность к определенному агенту, мы его обычно называем антигену, то есть, который для нашего организма чужеродный, который у нас не присутствует в организме. Это может быть или продукт питания, это может быть перо подушки, это может пыльца деревьев быть. Но у ребенка сформировалась гиперчувствительность, повышенная чувствительность к данному антигену. И это проявляется в виде аллергической реакции.
Она может быть или кожного проявления высыпания, или респираторного характера в виде заложенности носа, ринореи, слезотечения, или в виде кашля. То есть это тоже работа иммунитета, но это немножко измененно, патологическая работа иммунитета, но это не значит, что она ослаблена. Наоборот, здесь как бы гиперчувствительность, которую тоже можно преодолеть в плане того, что если родители будут понимать, насколько это важно, и выявить причину этой гиперчувствительности, и главное лечение любой аллергии, и родители об этом уже все, я думаю, знают, это убрать аллерген. Если убираем аллерген, не надо никакого даже лекарственного препарата в дальнейшем, чтобы предупредить развитие аллергии. То есть здесь главное выявить этот аллерген, а значит предупредить возможную реакцию. Идет 10-я минута нашего эфира с вами. И, наверное, самое время сейчас обсудить. Наверняка из вышесказанного можно сделать вывод, что иммунитет можно тренировать. Он тренируется, когда либо ребенок, либо взрослый попадает в новые для себя обстоятельства и новые коллективы. Значит, иммунитет тренируется. А как правильно его тренировать? Например, витамины, БАДы, солнце. И это действительно действенные ли средства? Или достаточно, что мы летом находимся под солнышком, в сезон употребляем витамины с грядки, и эти дополнительные витамины, например, или дополнительно с грядки витаминам еще и добавлять синтезируемые витамины, они обязательны? Ну, я, честно говоря, как врач-иммунолог, я назначаю препараты, вот витаминные препараты в сезон подъема вирусных инфекций или респираторных заболеваний. Но в данном сезоне я могу объяснить тем, что, наверное, вот в этом году, осенне-зимний период, у нас солнечных дней не было. И солнца как такового, как фактора тренирующего иммунитет или поддерживающего иммунитет, мы не получили даже в этом проявлении. Если в отношении продуктов питания, ну да, мы вроде бы как было лето, была осень, мы ели все с грядки, все натуральное, все для нашего организма хорошо усваиваемое. Но сейчас как бы таких тоже возможностей нету. Да, есть яблоки, да, есть бананы, но они не такого состава. Чем дольше хранятся продукты, тем, соответственно, и полезных качеств у него будет меньше. Поэтому, если ребенок, особенно из группы часто болеющих, я считаю, что витамин нужно назначать. Но это не надо заниматься самолечением. То есть мама там услышала, посоветовала соседка, вот этот витамин хороший, вот я его принимал, ребенок перестал болеть. Я считаю, что здесь нужно обязательно спросить у своего участкового педиатра или же обратиться уже тоже к специалисту. И еще в отношении назначения витаминов, и даже в отношении родителей. Почему не нужно заниматься самолечением, самоназначением? В отношении аллергии мы с вами говорили. Ведь некоторые витамины, это все витамины, лекарственные препараты, и они тоже могут вызывать у ребенка гиперчувствительность, то есть в отношении работы иммунитета. И, соответственно, вызывать аллергическую реакцию. Иногда даже бывает очень выраженную, сильную, в виде отека, квинки или других таких серьезных реакций. Поэтому очень осторожно, если у ребенка была какая-то аллергическая реакция, даже пищевого, в отношении пищевых продуктов, не надо назначать, заниматься самолечением, особенно назначать комплексные витамины. Должны как бы родители это обязательно знать и понимать. А можно ли сделать аналогию, что если у ребенка есть аллергия на цитрусовые, настоящие из магазина, то значит у него, возможно, будет аллергия и на витамин С, который принимается вот в комплексе витаминов? Конечно, это есть так называемая перекрестная аллергия, когда мы даже между какими-то деревьями, между растениями, между фруктами есть перекрестная аллергия. Поэтому, принимая какой-то, то есть имея аллергию на какие-то фрукты, ребенок одновременно может также среагировать и на определенные растения или деревья. И, соответственно, витамины, они есть, конечно, синтетические витамины, но они содержат те же компоненты, которые извлекаются из тех же фруктов и тех же растений. И поэтому, конечно, нужно очень опасно детям с аллергией. Мы говорим, что есть такое понятие, как поливитамины, поликомплексы, и есть монокомплексы. Так вот, если детки аллергики, им обязательно нужно принимать витамины именно в виде монокомпонентных. То есть отдельно витамин С, отдельно витамин А, отдельно витамин Е. Мы хотели бы тоже уточнить, что витамины – это тоже лекарства, и очень даже опасные иногда лекарства. Даже не касаемо аллергии, они могут, эти лекарства, вызвать какую-то еще осложненную реакцию. И поэтому доктор только подбирает вот эти лекарства, потому что в каждом комплексе содержится количество определенное
витамина. И есть дозы лечебные витамина, есть дозы профилактические. Так вот, в комплексах витаминов они все лечебные дозы. И врач по тому, на что родитель жалуется, или там на сухость кожи, или там еще, он знает, какой конкретно витамин, в какой дозе назначить, компонент витаминов этих поле. И поэтому не принимать, не покупать самим, конечно, эти вот комплексы, а нужно обязательно это все с помощью своего врача подобрать конкретный комплекс, а не тот, что помог соседу. Ну а вот БАДы, эти добавки к пище, они, конечно, содержат профилактические дозы витаминов, они менее опасны в отношении того, что может быть передозировка какого-то компонента из этих витаминов. Они вот используются больше с профилактической целью, а не с лечебной. Но опять же, лучше проконсультироваться с врачом, если есть какие-то сомнения. Но если с витаминами все понятно, то какая роль в иммунитете отводится вами, врачами, прививкам? И, может быть, этот блок вопросов, Зина Васильевна, именно к вам. Если мы говорим с вами о прививках, то на примере вашего медучреждения, сколько детей провело прививки, как шел активно процесс иммунизации против гриппа, в какой период времени и почему именно в этот период времени, чтобы сформировался иммунитет? Давайте об этом еще раз проговорим. Ну, в том плане, что мы говорили, что иммунитет бывает двух видов: врожденный и приобретенный. Вот в отношении как приобретенный иммунитет, и мы тоже с вами говорили, что он формируется на протяжении всей жизни человека, и это как бы вот единственный фактор в отношении иммунитета, чем отличается каждый человек друг от друга. Именно по составу, наверное, приобретенного иммунитета. Сама прививка, она направлена для того, чтобы человек приобрел иммунитет, не переболевая этими заболеваниями, против которых мы делаем прививки. То есть, когда мы переносим какую-то инфекцию, какой-то вирус, у нас вырабатываются защитные антитела, как бы защитные клеточки, антитела называем. Они сохраняются в разный период времени. Кто-то в течение года, кто-то на всю оставшуюся жизнь, если в отношении кори. Если прививаем корью или ветряной оспой, считается, что иммунитет сохраняется на всю оставшуюся жизнь. Вот. Чтобы течение заболеваний может быть и тяжелое, и с осложнениями, иногда даже серьезными осложнениями, чтобы этого не было в жизни человека, вот существуют прививки. В отношении того, что мы можем дать, какую возможность можем дать детям, чтобы их профилактировать или уберечь от каких заболеваний. Ну, календарем нашей страны предусмотрена вакцинация против 12 опасных инфекций. Ну, во-первых, это против туберкулеза, против вирусного гепатита Б. Детки до года прививаются, получают полный вакцинальный комплекс против дифтерии, столбняка, коклюша и против полиомиелита. В годик корь, краснуха, паротит. Кроме того, в календарь прививок с 2012 года введена иммунизация против таких опасных микробных инфекций, как гемофильная палочка и пневмококк. И обязательная иммунизация против гриппа, особенно лиц, которые относятся к группам риска. Существует две группы риска в отношении необходимости большего охвата вакцинации против гриппа. Первая группа – это те лица, у которых возможна наибольшая вероятность развития осложнений. К этой группе относятся маленькие детки. Вот мы давно уже прививаем против гриппа детей 6-месячного возраста. И обязательная иммунизация этих детей с максимальным отхватом именно с возраста 6 месяцев до 3 лет. Вторая группа именно с проблемой возможности развития осложнений – это группа детей с хроническими заболеваниями. И обязательно прививаются детки с большим охватом в отношении гриппа. Это дети, которые находятся в коллективе в закрытых учреждениях. То есть возможность максимального заражения гриппом и, соответственно, развития осложнений. Ну и еще, наверное, нужно добавить, что лица, которые участвуют в лечении, которые общаются постоянно с больными, то есть врачи, они тоже должны обязательно привиться, взрослый контингент. И потому что они все время на передовой, так сказать, работают, врачи контактируют постоянно с больными вирусными инфекциями. Поэтому, конечно, среди медработников, врачи, медсестры, они должны тоже в первую очередь быть привиты против гриппа для того, чтобы они тоже и сами не заболели, и не распространяли эту инфекцию тоже среди своих пациентов и среди окружения своего. Но еще один контингент, которому тоже это пожилые люди, конечно, они тоже
имеют уже более ослабленный, у них он уже как бы иссяк, этот иммунитет, их, который они даже выработали за всю свою жизнь. Эти люди пожилого возраста, они тоже имеют склонность к более тяжелому течению инфекции, они тоже должны прививаться в первую очередь. Я бы хотела добавить только как бы одно такое предложение, что в отношении самих вакцин против гриппа. Вот если взять инструкцию к вакцине и в самом деле контингент, подлежащий иммунизации против гриппа, то есть мы обязательно прививаем безопасные вакцины против гриппа. То есть это и дети 6-месячного возраста, и беременные женщины. То есть этими вакцинами, которые используем мы в отношении профилактики гриппа, которые предлагаем нашим и родителям, и взрослым людям, можно даже прививать беременных женщин, насколько они считаются безопасными. Мы преодолели уже 20-ю минуту, значит, менее 10 минут остается до конца разговора в студии. И если мы говорим с вами о прививании, ставят многие под сомнение эффективность этих вакцин и прививок против гриппа, хотя бы по той причине, что прививаться нужно каждый год. В отношении гриппа? Да. Но это в плане того, что наш организм, наш иммунитет, независимо от того, какую вакцину будем использовать, какого производителя, он в отношении гриппа плохо сохраняет иммунитет, то есть не длительно, то есть в течение 8-12 месяцев. Какой бы мы вакцины ни привились. Это наша особенность. Как я говорю, что бывает на всю оставшуюся жизнь, а бывает только на определенный период времени. Это первая причина, почему нужно прививаться ежегодно. А во-вторых, это изменчивость вируса. То есть, как бы там ни было, ежегодно вирус мутирует, меняется, иногда в меньшей степени, иногда в большей степени. Но я бы хотела сказать даже и для наших телезрителей, чтобы они это знают и имели в виду, что ежегодно проводится мониторинг в отношении возможности циркуляции определенного вида вируса. И на основании этого мониторинга даются рекомендации и заводам по изготовлению вакцины. Ведь срок годности вакцин, он только в течение года, с августа по август следующего года. Впрок их не заготовишь. Да, впрок не заготовишь, потому что состав вакцины тоже меняется. Сам серотип, как говорится, виды серотипов, они остаются те же, но внутри вирус меняется, и это учитывается при изготовлении вакцины. Сколько у вас пациентов было привито в эту кампанию? Ну, вообще по городу Гродно и Гродненскому району, я говорю в отношении детей, у нас привито до 45% детского населения. А причем именно та группа, я извиняюсь, та группа, которую у нас мы оговаривали, что должны обязательно привиты, у нас были привиты более 75% охвата прививками, что создает коллективный иммунитет, чтобы вирус не циркулировал, чтобы он не был рядом, чтобы он в нас, как говорится, не вселился, не поселился в нас. Время бежит неумолимо, поэтому хочется еще охватить своим вниманием и непосредственно простуду и грипп. Но на данном этапе, Зина Васильевна, как ситуация в поликлинике? Действительно ли есть рост обращений пациентов с ОРВИ, и в том числе, есть ли уже обращения по поводу гриппа? Ну, а обращение по поводу гриппа, единичные случаи есть. В отношении как бы подъема, то есть наблюдается сезонный подъем. Он не выше, чем такого же периода времени прошлого года. Единственное, что хотел бы отметить, что увеличение или подъем вирусных инфекций в этом году начался на неделю позже, чем в прошлом году. И если смотреть в динамике структуры заболевания, то вот сейчас в последнее время детей болеет меньше. То есть если на прошлой неделе из всех случаев простудных заболеваний болели 70% было детского населения, то сейчас на сегодняшний день это чуть больше 50%. Вот. А в отношении структуры респираторных заболеваний проводится мониторинг эпидемиологами, чтобы определить, какие вирусы вызывают респираторные инфекции. То единично встречаются случаи гриппа, причем встречаются грипп А, H1N1 и грипп Б. В основном это респираторно-социальный вирус и парагрипп. Нам уже знакомые. Да, нам уже знакомы. Как прогнозируется, как долго нам еще будет угрожать вирус гриппа? Как правило, вот вирус А, он как всегда первый начинается эпидемия вируса гриппа А. Грипп Б, он несколько позже начинается, вот в конце февраля, в начале марта. Ну а грипп С, он не зависит вообще ни от какого сезона, будет он этот грипп С, не будет. Он самый менее токсичный вирус, и он может встречаться даже в конце абсолютно весны, этот грипп. Он чаще всего протекает под маской обычных респираторных заболеваний, поэтому, может быть, меньше типируется, и о гриппе С мы не говорим. И даже вот эти вакцины все против гриппа, они тоже формируются на основании вируса А и Б. То есть нужно находиться во всеоружии в данный период времени. Скажите, пожалуйста, уважаемые гости, вот такая погода.
Солнечный день, низкие температуры, причем значительный минус за окном. Эти погодные условия способствуют вирусным заболеваниям, росту этих вирусных заболеваний? Или такая погода сдерживает, наоборот, вирус? Сейчас легко заболеть или нет? Если сама температура, то она способствует как бы снижению заболеваемости. Но учитывая то, что человек может переохладиться, соответственно, переохлаждение – это фактор снижения защитных сил организма, даже и приобретенный врожденный иммунитет. Тогда даже если небольшое количество вируса поступило или попало в организм, оно может вызвать заболевание. Ну вот мы с вами пришли и к тем рекомендациям, какие можно от вас узнать здесь сейчас услышать, что может нас уберечь от вируса гриппа. Вот кроме того, что не переохлаждаться, быть на свежем воздухе, я понимаю так, что вы разрешаете, рекомендуете. Не переохлаждаться в первую очередь. Что еще можно сделать, чтобы уберечься? Обязательно уменьшить. Почему вот в холодный сезон действительно температура уменьшается, вероятность заболеть, но зато люди хотят согреться, они посещают чаще или там вот иногда пройдешь спокойно несколько остановок автобусных, а сейчас хочется подъехать на автобусе. А в автобусе едешь или в троллейбусе, кто-то чихает, кто-то кашляет в этом автобусе. Затем тоже в различные хочется спрятаться тоже в магазины или еще в какие-то учреждения. Вот это и увеличивает риск заболевания. То есть во время повышенного эпидсезона, подъема заболеваний, нужно поменьше посещать различные коллективные массовые места. Мамы, просим мы с детками маленькими, чтобы они не ходили в супермаркеты, потому что я пошла на прогулку, вот зашла в супермаркет, встретила соседку. То есть не посещать те места, где могут быть риск контакта с больным, который уже человек. Аптеки, в частности, тоже опасно, потому что приходит, хорошо, когда есть кого послать в аптеку, а есть же люди очень больные приходят в аптеку. И поэтому, конечно, нужно максимально избегать этих мест повышенного скопления людей, а если мы их уже и посещаем, то как-то по возможности защититься перед этим походом. Конечно, хорошо было бы приходить в у нас как-то меньше принято, но в принципе маску одевать. Но да, маску можно хранить, но мы должны знать, что эту маску не в течение нескольких дней использовать, она максимум защищает в течение 2 часов. Поэтому, конечно, менять маски, менять эти платки, ни в коем случае одноразово пользоваться платками, вытер нос там или что-то, сразу же выбросить. Конечно, чистить вещи свои, проветривать после как посещаешь места, мыть руки, мыть тот же, может быть, вы действительно в народе бытует такой, хорошо было бы прийти с улицы, помыть нос, помыть хорошенько, пополоскать рот, да. Можно перед выходом на улицу или в какой-то организованный коллектив тоже смазать нос, потому что проникновение вируса идет через слизистые оболочки. А чем смазывать нос? До недавних пор очень популярна была оксалиновая мазь, либо хозяйственное мыло, но сейчас я слышала, что совершенно пересмотрели взгляд на это надежное средство в сезон вирусов. Мы надеемся на то, что если мы смажем оксалиновой мазью, значит мы защитимся от всех вирусов. То есть это на самом деле как бы не совсем практически верно, но то, что эффект от того, что мы смажем масляным раствором, это защита нашей слизистой. То есть мы как бы механический барьер для проникновения вирусов. Это в первую очередь. В отношении как бы мыла, это я даже не представляю, как это смазать, оно же сушит, оно же печет. Это получается, наоборот, мы травмируем нашу слизистую, а соответственно даем ворота для внедрения вирусов. То есть можно использовать элементарное подсолнечное масло. Масло подсолнечное, масло сливочное, крем детский какой-то индифферентный. То есть просто смазать, чтобы слизистые были влажные. Ведь эта рекомендация утром так обработал нос и вышел на целый день в путешествие. Это в течение дня. Опять же, надо возобновлять этот барьер. Я так предполагаю, как и с маской, раз в 2 часа, что-то примерно. Да, приблизительно 2-3 часа. То есть на работу вышел, обработал, с работы идешь в магазин, если предполагаешь зайти, обязательно только не забыть это сделать. Ну и я так понимаю, что если мы вспомнили с вами о мытье рук, это мы говорим с вами об элементарном респираторном этикете. Конечно, это и есть. Как важно его использовать? Не злоупотреблять этими средствами, которые обрабатываются с каким-то средством. Или это просто мыло должно быть? Просто мыло обычное, да. Это может мыло, но и может быть салфетки спиртосодержащие. Это тоже оправданно, если нет на данный момент возможности помыть руки,
но проехали в транспорте и держались за поручень, как говорится. В это время кто-то чихнул в руку и взялся за это поручень, и мы вынуждены держаться, правда же? Поэтому, выйдя из транспорта, мы можем просто взять салфетку влажную, лучше, конечно, будет проспиртовано, чтобы был хороший эффект обработать. Это, конечно, надо учитывать. Кроме того, в отношении еще этикета не надо трогать руками лицо. Особенно глаза. Глаза, вот, да, губы, Ну что ж, мне подсказывает режиссер, что, к сожалению, надо завершать эфир сегодня. Вам огромное спасибо за интересную, актуальную беседу. А наших телезрителей я благодарю, что это время вы провели вместе с нами. И всем нам сегодня пожелаю приятного телевечера.